Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как я плела сумку узором 3D из стреппинг ленты. Вот один вариант и вот второй. Вес этой сумки 430 грамм с учетом ручек. Ширина 34 сантиметра. Высота 23 сантиметра. Боковая часть 14 сантиметров. Вес этой сумки тоже с учетом ручек 480 грамм. Ширина 34 сантиметра. Высота 28 сантиметров. Боковая часть 15 сантиметров. Ручки крепила на хольнитены в одной сумке и в другой. В этой сумке установила ножки, или их называют пукли. На этой сумке не стала уже устанавливать. Расскажу, у каких продавцов можно безбоязненно покупать стреппинг-ленту, а у каких продавцов ни в коем случае не стоит покупать стреппинг-ленту и почему. На что хотелось бы обратить ваше внимание при покупке стреппинг-ленты. Я заказывала в двух местах. Сначала у посредника. Продавец оказался нечестный. Он каждого цвета не доложил в пределах 15 метров. Это первое. И второе. Черную ленту положил другой фактуры. Белая и серая одной фактуры, а черная совсем другой. Нечестный продавец. А брала у другого продавца, у производителя, ленты одинаковой структуры и метраж именно тот, который они указывают на сайте. Это Волга-полимер. Честный продавец. Для начала нарезаем ленты 6 штук по 105 сантиметров и 18 штук по 95 сантиметров. Количество лент в сумме должно делиться обязательно на 3, чтобы полностью вошли все раппорты. Берем ленты по 105 сантиметров, складываем пополам. И находим середину. И прикалываем. В середине и по краям. Следующую ленту тоже складываем пополам. И центр против центра. Теперь берем ленты по 95 сантиметров, тоже складываем пополам.
И полотняным переплетением переплетаем, то есть одна через одну. Так, вот у нас середина. Вот между тремя середину ставим. Теперь эти поднимаем. Здесь закреплено. И середину между тремя. Здесь под низ, сверху под низ, сверху под низ. И сверху. Значит, для того, чтобы ленты не раздвигались, есть вот такие зажимы. Пододвинули. И зажали. У кого нет таких зажимов, можно воспользоваться невидимками. Ну, вот так примерно. Итак, раскладываем от центра 9 лент в одну сторону, 9 в другую. Старайтесь придерживаться центра, чтобы у вас вот эти хвосты были одинаковые. Вот. Уложила я все ленты. 6 и 18. Теперь берем обрезки где-то в половину ширины. Вот эти крепежи немного вытащите, чтобы они сильно ленты не придавливали. Берем пилочку для ногтей. Вот у меня 2 пилочки. Значит, здесь абразивный слой мы уже сточили. Гладкое стало практически. И на этой пилочке сточили тоже. И теперь вставляем. Так. Вот так. Ну, у кого короткие крепежи, можно вот через 2 клетки. У кого подлиннее, то дальше. Теперь вот сюда. Вот так. Берем следующий крепеж. Сюда мы не вставим. Вот в эту вставляем, под эту клетку. Так, ну давайте еще один вставим. Значит, вы должны вставить по боковым сторонам и по этим сторонам.
Здесь у нас сюда идет. Сюда. И до сюда. И теперь сверху этой. Так. Вот так. И дальше вот через одну здесь вставляете, здесь и с этой стороны. И у вас донышко не распадется. После того, как вы скрепите зажимами, булавки можно будет убрать. Ну, давайте еще один зажим поставим с другой стороны. Значит, вот под эту и вот если она длинная, то и под следующую можно. После того, как закрепили донышком, булавки вытаскиваем. Вот, вытащила я все булавки. И теперь донышко переворачиваем. Это внешняя сторона. И начинаем ленты загибать. Вот здесь можно загнуть по ленте. Вот так. А вот здесь ставим линейку. И по ней загибаем. Так, здесь загнули, а здесь по линейке. И так загибаем все ленты. Так, после того, как загнули ленты, вы их соедините. Вот я изолентой соединила. Одна сторона, вторая. И вот боковые части. Вот так. И только теперь можно делать вставку, каркас. По самим лентам, по ширине лент рассчитывать не стоит, потому что ленты туго одна к другой не подгонятся. Поэтому по ширине лент размер каркаса не рассчитывайте. Вот когда донышко сплели, вот теперь замеряем и делаем каркас. Каркас можно сделать из коробки от обуви, допустим. Мы сделали вставку такую из пеноплекса. Склеивали. Толщина пеноплекса 3 сантиметра. Склеивали вот таким специальным клеем. Пеноплекс Fast Fix. Другой не берет его. На пену тоже не сажайте. Мы пробовали, проверяли все. Единственный клей, который берет пеноплекс. У кого нет такого клея, потому что он
все-таки дорогой, можно скрепить скотчем или изолентой. И теперь его вставляем сюда внутрь. Вот таким образом. После того, как вставили каркас, снимаем изоленты с боковых сторон. Вертикально выравниваем. Не натягивайте, иначе вы потом под них не протянете ленты. Вертикально ставим. Вот, видите, у меня какой зазор большой. И где-нибудь накалываем. Так, следующую примерно так же выравниваем. Накалываем. С этой стороны тоже изоленту снимаем и тоже вертикально с запасом прикалываем. Так. И все аккуратненько выравниваем. И накалываем. Почему с пеноплексом работаю? В него иголки хорошо входят, вообще хороший материал. После того, как вы наколите боковые, переходим к этим. Вот так снимаем. Так, тоже вертикально выравниваем. Даем свободу. И накалываем где-то в центре. Так. Потому что у нас еще будет загибаться сюда другая сторона. Так, накололи. И вот так отожмите. И потом, когда эту сторону всю наколите, перейдете к другой стороне и точно так же наколите. И ленту также отогнете. Теперь беру ленту серого цвета. Выберите ту, которая у вас есть. Накладываем на первую, под вторую, на третью. И дальше саржевым переплетением. То есть одна через две. На одну под две, на одну под две, на одну под две, на одну под две, на одну. Переходим на бок. Под две, на одну под две. И вот здесь сбоку она заканчивается. Вот так. Вот так она должна держать. То есть на угол и здесь на угол. Вот самое первое, чтобы вам не забыть. Здесь оставляем хвостик сантиметров 15. Где-то вот так она должна лежать. Вот. По углу примерите. Следующую ленту берем на третью, под четвертую, на пятую. И вот у нас пойдет уже саржевое переплетение.
под 2 на 1. Под 2 на 1. Под 2 на 1. Здесь под 2 на 1. Под 2 и потом мы дальше уйдем. Дальше 1, 2, 3, 4, 5 на 5, под 6, 1 сверху, 2 снизу. Ну и потом там вот смотрим на 2 сверху под 1, на 2 сверху под 1. Сверху под 2. Две пропускаем под 3. Сверху под 2. Сверху под 2. Сверху под 2. Опять 2 пропускаем под низ. Сверху и сюда под 2. Сверху под 2.
Видите, как у нас параллелограммы идут. 2 пропускаем под третью. Сверху под 2. Так. Две пропускаем под третью. Сверху под 2. Так. И под это. И последняя лента. 2 пропускаем под третью и на эту. На эту. А здесь под 2. Кстати, обратите внимание, донышко прикрепила к пеноплексу, чтобы пеноплекс, жесткость был прикреплен к донышку. Так, ну здесь уже дальше понятно, 2 через 1, 2 через 1. И так идем по кругу. Так, теперь я вот еще бок вам покажу. Значит, смотрим. 2 пропускаем под 1. На 1 под 2. С этой стороны я немного ленты уже протянула. Теперь бок. Одну мы проложили, вот она будет сверху под 1, сверху под 2. Следующую. 2 пропускаем под эту, сверху. Теперь под 2. Вот сюда. Вот так. На 1, под 2.
на одну под две. Так, оставляем хвост. И последнюю, третью ленту сбоку. Точно так же, как здесь. 2 пропустили под третью. 2 пропустили под третью. На эту. На эту накладываем. И под 2 сюда. Так, хвост оставляем. Сверху и под 2. Итак, у вас должно получиться 9 лент с этой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ровно половина тех лент, которые у нас вертикальные. И здесь сбоку у нас 6 лент и 3 мы вставили. И здесь у нас как идет. 2 пропускаем под третью, на 4-ю и дальше под 2. Ну вот так и должно получаться. Значит, вставляем все ленты. И дальше я вам покажу. Значит, с этой стороны у вас тоже должно быть 9 хвостиков. А сбоку 3 хвостика. Дальше плетем самостоятельно. Вот эту первую ленту, которую мы вставляли, уложите вот таким образом, чтобы четко на угол шла. И приколите. Дальше. Направление ленты 30 градусов относительно основания. То есть здесь 30, здесь 160. И приколите еще одну. То есть эта лента и, кстати, потом последующие должны идти под углом 30 градусов относительно основанию. Ну, а здесь сбоку уже мы посмотрим, куда будет серый уходить. И будем ориентироваться вот на эту ленту. Значит, закрепите ее вот так на угол. После того, как все ленты вставите, вот эти хвосты нужно немного заправить. Вот эти. Вот. Поскольку они тяжело входят уже, срежьте
вот так, чтобы конец был поострее. Здесь на одну, здесь должны быть под две. Значит, еще под одну мы должны протянуть. Протягивайте аккуратно, потому что лента может разрезаться. Вот, под две. Здесь на одну, значит, здесь под две. Вот сюда надо проложить. Затем на одну и под две этих. Здесь на одну, здесь под одну, значит, еще под одну. Здесь можно подвинуть. Так, чтобы пока не мешала эта лента, можно приколоть. Так, вот под эту. Здесь сверху и вот под эти две. Вот дальше эту пододвигаете сверху под две. Но здесь расстояние маленькое, можно пока отодвинуть. Так, вот под две этих. Так, вот эту ленту нужно обрезать подлиннее, хвостик. Так, значит, на одну под две. И так по всему периметру.
Теперь берем ленты белого цвета. Их должно быть 24 штуки и длина 1 метр. И протягивать ленту будем вот под эти две серые. Тоже оставляем хвост где-то 15-20 сантиметров. Вот, смотрите, она как ложится. Значит, теперь будем заходить вот под эти две. Сильно не тяните, потому что лента может разрезаться. Потихоньку. Дальше смотрим. Вот она укладывается на эту серую и на эту. Значит, мы под них должны зайти. Дальше смотрим. Вот на эту укладывается и на эту. Прокладывать ленту белую можно с любого места. Так, ну давайте еще проложим. Здесь вот на эту серую и на эту. И так по кругу. У нас параллелограммы идут вот сюда. А ленту белую протягиваем вот так.
Так, оставляем хвост. Здесь будет заправление. И тоже смотрим, на какие укладывается. Вот на этот и на этот. Вот так. Теперь вот этот и этот. Ну вот уже видны кубики. Здесь укладывается на этот и на этот, значит под них. Следующую полоску прокладывать. Вот два серых. Вот два серых под них. Следующую полосу возьмете вот эти два и протягиваете. И так ленты протягиваете. И вот уже видна картинка. Значит, следующую можно с любого места взять. Хоть вот
Здесь 2 рядом. Вот они. Можно вот эти 2 взять. И с любой стороны. Здесь также внизу 2 рядом. Вот заправили все ленты. На что хочу обратить внимание. Вот эти кубики должны быть расположены вот так ровно. Это первое. Второе. Когда будете заправлять белую ленту в самом конце, вот здесь, будьте осторожны, потому что лента разрывается. Теперь нам нужно эти хвосты и эти заправить вот сюда в дно. Но для этого нужно вытащить вот эти крепежи. Возьмите какой-нибудь инструмент, там пинцет, плоскогубцы. И вот так вытягивайте. Вот.